Добрый день, мои дорогие зрители. Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали или просто Наталья. Тема нашей сегодняшней передачи довольно актуальная – как уменьшить аппетит. В этой передаче я вам расскажу про действенные техники для борьбы с приступами жора, включая вечерний, а также вы узнаете, какие продукты и целебные травы вам помогут в этом. Первая мысль, которая приходит в голову при желании похудеть – это, конечно же, сесть на диету. А давайте с вами попробуем не подвергать организм очередному стрессу, а просто чуть-чуть уменьшить аппетит. Как вы на это смотрите? Мы с вами снизим общую калорийность рациона и потихонечку по одному начнем заменять вредные продукты на полезные. Задача выглядит уже более посильной, не так ли? Если вы с трудом контролируете насыщение и не можете устоять перед очередным кремовым пирожным или пачкой чипсов, мои советы помогут вам научиться питаться разумно и не допускать переедания. Рычагом управления пищевым поведением является аппетит. Умеренный аппетит – это показатель здоровья, а необузданный аппетит чаще всего толкает человека на срывы, которые несут за собой мучительные упреки совести за съеденное сверх нормы. Для начала разберем психологию переедания. Если мы с вами в этом основательно не разберемся, то череда диет с последующим возвратом килограммов будет длиться у вас всю жизнь. Как ни парадоксально, но взрослые часто прививают пагубные привычки детям, заботясь о них. Часто родители принуждают ребенка съедать всю порцию до конца, не выйдешь со стола, пока все не съешь, якобы для его здоровья. Таким образом, ребенок теряет чувство контроля над естественным аппетитом. Результат такой гиперопеки – человек с лишним весом и сопутствующими ему проблемами. Еда также компенсирует недостаток внимания и любви. Эта причина может быть продолжением первой, ведь если подросток склонен к полноте, он, как правило, приобретает комплексы. Даже если удастся победить лишние килограммы с возрастом, то справиться с неуверенностью в себе, страхом перед публичными выступлениями, чувством тревоги при общении с незнакомыми людьми куда сложнее. Полнота провоцирует замкнутость и желание оградиться от внешнего мира. Так нехватка внимания, общения, невозможность самореализации – все это замещается едой, которая кратковременно блокирует все остальные потребности. Еда выступает еще в качестве успокоительного средства. Если нервное перенапряжение вызывает у вас желание съесть шоколадку, это верный сигнал того, что ваши пищевые привычки ведут к набору веса. Если вы желаете снизить аппетит, начните с понимания того, что еда не решит ваших проблем, но при неправильном к ней отношении может усугубить их. Еда в спешке. Никогда не ешьте на ходу, выбирайте место и время приема пищи. Процесс поглощения пищи требует сосредоточенности и ответственности. Наш мозг должен понимать, что он принимает пищу, а не занимается другими делами. То есть, приступая к трапезе, вы должны понимать, сколько и чего вам нужно. Перекусы на ходу, когда вы не успеваете поесть полноценно и съедаете больше требуемого, прямая дорога к лишним килограммам. Кроме того, кусочничество грозит рано или поздно нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Задумайтесь об этом. Теперь мы переходим более подробно к нашей теме, как же все-таки уменьшить аппетит и стать более здоровым. Научно доказано, что на формирование привычки требуется 21 день, и если вы твердо решили расстаться с лишним весом, то для начала вам придется избавиться от вредных привычек, но обзавестись полезными. Когда вам удастся умерить аппетит и подкорректировать режим питания, ваш желудок привыкнет к меньшему количеству пищи, от чего вы начнете худеть. Дайте себе установку в течение 21 дня соблюдать пищевую дисциплину. Результат вас не просто порадует, но и придаст уверенности в своих силах. Существует несколько подходов к снижению аппетита. Самое главное – не голодайте и внимательно прислушивайтесь к своему самочувствию. Сейчас я вам перечислю продукты и напитки, которые хорошо снижают аппетит. Первый способ и самый главный способ для снижения аппетита – это вода. Выпейте 1 стакан воды комнатной температуры за 20 минут до еды. Вы сами увидите, что съедите еды гораздо меньше и чувство насыщения придет быстрее. Это самый простой и доступный метод сократить потребление калорий. Вода оказывает неоценимое воздействие на наш организм, и о полезных свойствах я расскажу в следующих передачах. Следующий напиток для снижения аппетита – это зеленый чай, только не в пакетиках, а настоящий. Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые влияют на такой гормон, как лептин. Этот гормон уменьшает аппетит и стимулирует сжигание калорий. Это не только натуральный эликсир молодости и красоты, но и напиток, который уменьшает содержание глюкозы в крови и позволяет избавиться от чувства голода. Его достаточно пить по 1-2 кружки в день, чтобы эффект был максимальный.
Следующий напиток, который отлично подавляет аппетит, это кофе, но рекомендуется соблюдать осторожность при употреблении этого напитка. Кофе тонизирует организм и повышает артериальное давление, поэтому перед употреблением такого напитка проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Суточная доза этого напитка составляет не более 1 чашки в сутки. Также диетологи не рекомендуют в кофе добавлять сахар. Максимум – это сахарозаменители, например, такие как стевия, фруктоза, либо сукразит. Следующий напиток для подавления аппетита – это томатный сок. Натуральный, вкусный и полезный, насыщает и дает возможность на продолжительное время перестать думать о еде. Улучшает пищеварение, но употреблять стоит осторожно тем, кто имеет предрасположенность к аллергическим реакциям. Последний напиток, который хорошо подавляет аппетит – это кефир. Старайтесь брать наименьший процент жирности. Выпивайте 150-200 мл кефира за 15 минут до еды, и вы подавите острый голод, что позволит вам насытиться гораздо меньшим количеством пищи, нежели раньше. Теперь поговорим о продуктах, которые снижают аппетит. Первый продукт – это шоколад. В малых количествах шоколад вовсе не вреден. Но делайте выбор в пользу горького шоколада без добавок. Если вы очень захотели кушать, не спеша съешьте 1-2 кубика шоколада и можете его запить зеленым чаем, что принесет дополнительную пользу. Отлично подавляет аппетит – это свежие фрукты и овощи. В свежих фруктах и овощах содержится клетчатка, которая заполняет желудок, вытесняя чувство голода. Кроме того, клетчатка хорошо чистит кишечник. Например, яблоко, съеденное за 15 минут перед основным приемом пищи, значительно сократит объем потребляемой еды. Для подавления аппетита и для снижения калорий фрукты мы выбираем не сладкие. Это цитрусовые, ананасы, вишню, яблоки, груши. Среди овощей выбирайте помидоры, огурцы, зеленый горошек, морковь, болгарский перец. И будьте осторожны с капустой и редисом. Эти овощи способны вызвать газообразование. Следующий продукт, который хорошо подавляет чувство голода, это яйца. Они содержат протеины, которые позволяют долго ощущать сытость. Сделайте на завтрак 2 вареных куриных яйца или омлет, 2 яйца и 150 мл молока 1,5% жирности. Это позволит употребить меньше калорий в течение дня. О способах приготовления вареных яиц я оставлю ссылку внизу в комментариях под видео. Следующий продукт – это морские водоросли. Этот морепродукт снижает чувство голода и также позволяет долго ощущать сытость за счет специфики переваривания. Водоросли преобразовываются в гель, имитируя тем самым эффект твердых продуктов, что замедляет процесс опустошения кишечника. Еще я вам могу дать несколько советов, как уменьшить аппетит народными средствами. Для снижения аппетита и улучшения обмена веществ очень полезен отвар свежей петрушки. 1-2 чайные ложки зелени залить стаканом кипятка и варить на слабом огне 15 минут. Отвар принимать утром и вечером. Следующее верное средство для подавления аппетита – это кукурузные рыльца. 10 грамм измельченных кукурузных рылиц вам необходимо залить стаканом холодной воды и готовить на водяной бане 20 минут. Отвар пить по 1 столовой ложке утром, в обед и вечером. Следующее средство – это крапива, но перед ее употреблением проконсультируйтесь с врачом, поскольку у нее есть свойство сгущать кровь. 1 столовую ложку сухой измельченной крапивы заливаем стаканом кипятка, настаиваем 10 минут и процеживаем, принимаем по 1 столовой ложке 3 раза в день. Трава птичьего горца или спорож. 2-3 столовые ложки травы горца птичьего спороша заливаем 400 мл кипятка, настаиваем в течение получаса, пьем по полстакана за 30-40 минут до еды. Для подавления аппетита хорошо натощак принимать льняное масло 20 грамм, это 1 столовая ложка. Еще одно средство – это отруби пшеничные. 200 грамм пшеничных отрубей заливаем 1 литром горячей воды, кипятим 15 минут, процеживаем. Пить по полстакана 3 раза в день. Последнее народное средство – это листья шалфея лекарственного. 1 столовая ложка сухого шалфея лекарственного залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 20 минут, сырье отжать и процедить, принимать по полстакана 3 раза в день. Последний раздел нашей передачи – это рекомендации по режиму питания и какие привычки необходимо выработать. Выбираем маленькие тарелки и ложки, но большие вилки. Исследование диетологов показало, что при использовании тарелок большего размера специалисты даже по здоровому питанию накладывали себе на 30% больше порций, чем следовало. Такая же ситуация происходит с ложками. Чем больше ложка, тем больше человек, который ее использует, рискует съесть за обедом. А вот что касается вилок, то тут все с точностью наоборот. Большие вилки помогают уменьшить размер порций на 10%.
Кушать нужно часто, но небольшими тарелками. Средний вес общей порции 300 грамм. Что такое порция, оставлю ссылку внизу под видео. Принимать пищу необходимо в одно и то же время, для того, чтобы приучить организм вовремя вырабатывать желудочный сок. Для этого ставьте себе будильник-напоминалку. Категорически запрещено поглощать пищу, одновременно читая, просматривая фильм или играя в компьютерную игру. Увлекшись, вы даже не заметите, как съедите больше. Выработайте обязательную привычку выпивать норму воды. Как ее рассчитать, оставлю ссылку под видео. 75% пищи должно быть употреблено в первой половине дня, оставшиеся 25% во второй. Самые злейшие враги нашей фигуры – это быстро усвояемые углеводы. Что это за углеводы, я также оставлю ссылку под видео. Исключите их, пожалуйста, из своего рациона. Категорически запрещено принимать пищу стоя либо на ходу. Чтобы похудеть раз и навсегда, необходимо изменить свое отношение к еде. Не забывайте, что рацион питания должен быть полноценным и сбалансированным, содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Также по этому поводу оставлю ссылку внизу в комментариях под видео. Если организм вовремя будет получать необходимые ему вещества, вам не придется хитростью и обманом бороться со своим аппетитом. С вами была Наталья Юнова и телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Если понравилась передача, оставляйте комментарии, делитесь мнениями и ставьте лайки. Спасибо за просмотр, надеюсь, что вам было интересно и познавательно. Я с вами прощаюсь, пока-пока.